Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Лето 2023 года. Судьбоносные события. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы допускаем альтернативное развитие событий, как и нашего восприятия тоже. Вот давайте мы узнаем, что по мнению карт. Второй иллюминатов мы взяли для этих целей. Что будет судьбоносным поворотом или судьбоносным событием? А может быть, это будет спокойное течение жизни на летний период. Вот давайте узнаем, как видят для вас карты. Может быть, все по плану. Ох. Смена статуса. Старший аркан. И это на вас будет буквально оказывать влияние события извне или то, чем вы, может быть, уже занимались прежде. То, что вы как проект какой-то запустили прежде, опять же, а теперь события развиваются своим чередом и уже вторично вас заставляют тоже меняться, изменять как и самого себя, так и изменять свою жизнь. Тут же жизнь, самое главное, меняется, статус наш меняется. Финансовое какое-то благополучие тоже меняется. Это все в сторону плюс. Это в сторону нашего самовыражения, достижений наших. А для кого-то и личная жизнь. Ведь это статусная карта и карта власти. Власти доброй, понятно. Мы не можем здесь расслабиться. Мы должны использовать все возможности, все, что в наших силах. С другой стороны, эта карта может говорить о поддержке. Есть человек, наверное, как императрица, который при достаточном влиянии, может быть, денежном каком-то, или денежном довольстве, или возможностях, которые нас поддерживают. Вот этот момент тоже. Но в основном это ваш статус, и здесь очень серьезные перемены. Надо ли доставать еще одну карту? Ну, давайте. Тут уже как бы нам все сказали на целое лето, а то и на год. Правда, взаимодействие умело. Посмотрите, у кого-то и в личной жизни вообще что-то приятное. Сама по себе карта шестерка кубков 6 – это победа. Причем победа к радости. Победа может быть и в вопросах ваших не только личной жизни, а еще и, знаете, когда мы можем менять окружение. Здесь окружение именно то с позиции, когда к нам искренне относятся. Или есть конкретный человек, который помогает и нас искренне любит и относится к нам также. Будет нам как и поддержкой, так и помощью в какие-то сложные моменты. Есть такое. И, значит, от нашего правильного диалога с ним тоже многие какие-то составляющие нашей жизни будут зависеть. То есть есть все равно так или иначе взаимодействие приятное, нас что-то радует. Ну, правда. Ну, давайте еще одну карту. Какой-то судьбоносный период. Ну да, главное не хандрить. Вот эта карта хандры, правда, она очень мелкая. И увидеть вот этот самый кубок. И, может быть, и будут моменты, когда не все гладко. Все-таки согласитесь, лето 3 месяца, разные ситуации могут быть. Не все время как бы замечательно, прекрасно. Есть и то, что нас может где-то расстраивать, выбивать из колеи. Или мы можем, кстати, от усталости начать что-то вспоминать из прошлого. Или не видеть горизонтов, а вот так вот, как человек, уставившись в землю. Важно увидеть свои возможности, воспользоваться всем от начала до конца и быть реалистами. Не замирать, не замирать где-то в воспоминаниях или в каких-то там сожалениях. Так и уметь увидеть какие-то возможности. Чего-то не прошляпить, мои дорогие рыбы и рыбки. Ведь такое чудесное время, посмотрите как. И это нормально, если мы периодически где-то начинаем сомневаться. Главное не застрять, понимаете? А для кого-то из вас это просто усталость. Уставшие люди делают ошибки, а мы не имеем права с такими-то картами ошибиться и не увидеть вот этот самый кубок. Поэтому отдыхайте, режим труда и отдыха для вас будет очень важен. Ух ты! А на дне колоды, посмотрите, карта эгоиста, когда у нас все получается так, как мы хотим. Поэтому нечего хандрить. Как будто по судьбе у нас что-то получается, правда? Для тех, кто
из вас сделали какие-то прежде шаги или что-то вот вы уже предприняли словно правильно, может быть, где-то себя заставили, может быть, не без этого, приложили к чему-то много усилий. Вот для кого-то может означать как раз вот такая какая-то гиперусталость. Значит, нужно отдохнуть, потому что мы не можем себе как бы да позволить чего-то пропустить, понимаете? От нас внимание требуется. И побаловать себя чем-то, какой-то мелочью, вот эта карта советует. Но это абсолютно точно какой-то проект у вас получается. Вот вы уж тут будете довольны. Поддержка высших сил все-таки нам ангел трубит о том, что доверься пространству, у тебя все будет шикарно. Вот карта императрица. Тут что не задумай, тут все со знаком плюс, правда? Ладно, достанем по одной карте на месяц. Мои дорогие рыбы и рыбки. Посмотрим энергетику, как видят ее карты на каждый месяц лета. Что это для вас будет означать? Итак, июнь 2023 года, июль и август. И дальше мы достанем по 3 карты, посмотрим по основным сферам жизни, что нам подскажут Таро Висконти Сфорца. Что для рыб и рыбок будет в июне актуально. Ну, не расслабишься вообще-то, поскольку выпадает карта императрицы. Тут кое железо пока горячо. Итак, дела, работа, бизнес, июнь. Что с финансами? А что в личной жизни, по мнению карт? В июле дела, работа, бизнес. Что нам предстоит? Каковы наши финансы? И что в личной жизни? И в августе дела, работа, бизнес. Что по финансам? И личная жизнь, как видят карты. Смотрим. Июнь. Сияйте, как звезда. Знаете, правда, не зря императрица вы перевернулась у нас, или я ее достала точнее. Карта звезда, сияйте, как звезда, и это наш какой-то долгосрочный проект, которому мы придаем большое значение, который нас, вот как та звезда путеводная, ведет через десятилетия, вот как раз на 10-20 лет нам как будто какая-то траектория уже обеспечена, или вы уже знаете, что будете делать, или, значит, нужно как-то определиться, или будут новые возможности. Мы чего-то не должны упустить, мои дорогие, и думать на свою перспективу, думать как об изменении статуса, об изменении качества жизни. Здесь, знаете, как если мы... Это не просто мечты какие-то, это по этой карте цель наша правильная. А ты, если задумал цель, значит, она у тебя обязательно осуществится. Если ты идешь к тому, что для тебя важно, это и думаешь об этом, как улучшить, да, вот это само по себе качество жизни на последующий период, значит, ты себе словно руку помощи протягиваешь из будущего. Для кого-то из вас вопросы по конкретно переезда, поездки, новых каких-то начинаний, новые учебы, новые работы, нового творчества или вообще новой области, в которой вы не профессионал, а здесь на что-то другое, может быть, захочется переключиться. Следуйте за своей как и целью, так и мечтой, и за своим внутренним инсайтом тоже доверяйте своей интуиции. Очень важное время для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Дела, работа, бизнес. Здесь мы на выборе. Или выборы, или вообще по этой карте душевное равновесие проходит. Или вот этот вот, знаете, баланс душевный, можно сказать, когда мы не нервничаем понапрасну, когда мы самого себя словно не растрачиваем в каких-то ненужных мыслях. Может быть, придется с чем-то определиться окончательно. Может быть, какие-то нюансы откроются, когда мы должны сделать вот этот самый важный либо вывод, либо выбор. Но это для того, чтобы мы потом уже не сомневались в чем-либо. Это какое-то, знаете, как преддверие перемен, может быть, как я стою на пороге, и мне нужно вот именно сейчас, вот именно в этот момент сделать какое-то или принять очень важное решение. И это может быть как оформление документов, это может быть как планирование переезда, это может быть выбор между профессиями, работами или куда я иду учиться, может быть, для кого-то, чем я буду заниматься, какую жизнь для себя я лет на 10-20 хочу создать. И вот от вашего действительно выбора будет зависеть, да, ваша жизнь.
на длительный период. Вот у вас такая сейчас, словно кульминация, может быть, мои дорогие рыбы и рыбки. И на финансы выпадает ваша карта. Ну, сказать, что мы тут тратим деньги, то нет. Но мы идем больше за своей интуицией, за своей мудростью. И то, чего мы хотим достичь, вы сами будете для себя важны в июне месяце. И от вашего правильного все-таки выбора, тут выбор стоит, и у каждого ведь своей какой-то области жизни. У кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то это ваши достижения, амбиции, у кого-то это может быть ну, так более банально. Допустим, мы с нашей семьей переезжаем куда-то, да, и это мы выбираем место новое, жительство, и вы будете что-то обсуждать и тоже выбирать. Или для кого-то выбор между партнерами в личной жизни может стоять, или еще какой-то более меркантильный вопрос, который касается, ну, вот каких-то ежедневных наших забот, проблем, вот тоже. Хотя карта-то все-таки нам говорит не совсем в размере месяца или одного дня. Тут надо видеть какую-то перспективу. Я бы сказала, деньги мы не тратим, это точно. Нам важно с чем-то определиться, и, видимо, какой-то запас финансов нам совершенно необходим. Давайте мы с вами посмотрим, а что в личной жизни. Да все прекрасно. Посмотрите, в личной жизни тут как угодно. Либо это ваша личная действительно какая-то любовная история, либо это сфера ваших достижений. Все-таки у нас идет карта звезда. И поэтому у нас все получается. Но будут важны, вернее, люди с позиции правильного окружения, те, которые вас поддерживают. И для кого-то ваш проект, который вы вот рассчитываете на долгий период времени, вас просто поддержат ваши близкие. Вполне вероятно. Сам по себе месяц как и продуктивный, так и достаточно приятный на эмоции. И дважды, наверное, для самовыражения. Но не без выбора. То есть мы будем все-таки словно на развилке какой-то стоять. И само по себе что-то не решится. Нам придется прикладывать усилия и вот так хладнокровно решать какие-то вопросы. И если мы все делаем правильно, и успех обеспечен, да еще и на далекую перспективу, что-то очень ценное, важное мы закладываем на долгие годы. Давайте посмотрим. Июль. У кого-то конкретно либо к вам кто-то приезжает, либо вы куда-то уже отправляетесь, а также работа с информацией и все-таки скорость. Может в какой-то момент поменяться, либо поменяться могут обстоятельства, и нам придется поехать, быстро собраться и куда-то помчаться. Или мы будем зависеть от каких-то новостей, мы их можем как ожидать, так и к нам могут приезжать люди или приходить в нашу жизнь новости какие-то или события тоже вокруг меняться, вынуждая нас тоже принять какое-то либо решение, либо в чем-то ускориться. То есть вот три момента. Перемещение, скорость, информация в этой карте. И здесь плюс-минус у каждого по-своему и в своей сфере жизни. Дела, работа, бизнес. Карта харизматичного лидера. Может быть, мы и будем сталкиваться с таким человеком, который никому ничего не доказывает, но достаточно, вроде как, много чего достиг. Или это то лидерство, это ваше лидерство, где-то все же мы на вас смотрим, и это вы можете быть в таких энергиях, когда мы никому ничего не говорим, не обещаем, но мы контактируем с большим количеством людей, и нам это необходимо для того, чтобы собрать больше информации, и на основе этой информации принять какое-то важное решение, которое мы принимаем спокойно. Видимо, будут временами такие, знаете, синкопы, когда время словно убыстряется, вот как по принцу жезлов, а где-то нам нужно будет остановиться и хладнокровно обдумать какой-то вопрос перед тем, как действовать. Примите это во внимание, то есть немножко разные энергии месяца. А что у нас здесь по финансам? Вообще колесо фортуны. И если бы в другой колоде сказал бы карта шанса, то здесь важно будет не сглупить. Все-таки в этой колоде 50 на 50.
но мы не узнаем заранее, пока мы не начнем в чем-то участвовать. И поэтому мы надеемся сами на себя в июле месяце, на призрачную дачу или на какие-то эфемерные обещания людей, которые вас прежде подвели особенно, или вы интуитивно чувствуете, нет, этому человеку доверять нельзя. Вот на это мы не рассчитываем. Если вам начинают предлагать какие-то мутные проекты, для кого-то ведь вот буквально может означать человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, или имеет асцендент. Овен, Лев, Стрелец. Какие-то золотые горы, давай мы какой-то тут с тобой проект. А нам говорят, вот как этот мудрец. Фортуна, она слепа и сама не знает, в какую сторону повернет колесо. И поэтому мы должны быть готовы к тому, что в последний момент люди, которые нам чего-то там обещали или пафосно о себе рассказывали, раз и увильнули, и их нет, пойди поищи. А нам придется за что-то, ну, буквально отдуваться или отвечать. Поэтому собой не рискуем. Повторяюсь. С другой стороны, мы ведь это можем понять тогда, когда мы уже как будто начинаем участвовать. Есть момент такой. Значит, оставляйте себе пространство для маневра, вовремя выйти, может быть, из отношений вот таких каких-то непонятных, да, ну, к примеру, если это проигрывается в отношении человека, которому вы не доверяете. Вот есть этот момент. Тут персональная карта, а тут у нас колесо фортуны, поэтому я так предметно и говорю. У кого-то это в целом будет ситуация какая-то, а для кого-то сузится до конкретного персонажа. Так вот, если мы заметили, что нам туда не надо, или какой-то проект идет совершенно не так, как предполагалось ранее, значит, мы, может быть, даже по-английски, но должны чем быстрее, тем лучше закончить с чем-то или выйти из этого самого проекта. Но мы не должны себя подвергать риску. Но если рассматривать эту карту с позиции просто денег, то деньги мы тоже не тратим. Здесь от вас придется, понимаете, все просчитать. Вас могут увлекать, например, может быть, денег будет и более чем достаточное количество. Значит, не вложиться в какой-то проект или не поддаться на какие-то уговоры для вас будет тоже важно. Вы как будто рискуете, понимаете, собой. Есть момент риска. И здесь, если не повезет, то поздно потом уже будет поворачивать назад. Будьте очень внимательны. Карта лишь нам говорит, что вы страхуете себя сами. Что в личной жизни? Правильное взаимодействие с людьми. Вот правильное окружение, правильные люди, вот как и близкое окружение, так и наши друзья. Взаимодействие. Это не значит, что мы с кем-то ругаемся или мы кому-то что-то доказываем. Нет. Ну просто обозначить, может быть, те люди, которые должны быть или могут быть моими друзьями. Ведь часто по карте двойка кубков искренние отношения идут. И если по личной жизни, и мы говорим про любовь, 2 месяца прекрасных отношений, если вы в паре, или, допустим, встретить, может быть, такую свою вторую половину, прекрасное время. Но люди должны быть не те, которые в нас заинтересованы, а те, которые искренне к нам относятся и нас искренне любят. Во всех остальных случаях, если мы говорим вообще в целом на какие-то наши планы, то идеальное время со всеми договориться. Использовать вы люди очень контактные, вы чувствуете собеседника. Вот эту диалоговую способность свою применить себе во благо, решая те или иные вопросы, вы тоже можете. Воспользуйтесь этим. Это тоже будет для вас важно, и вы себе сделаете определенно что-то в плюс. Может быть, кто-то выйдет из какого-то сложного положения, вот как по колесу фортуны, окончательно что-то вы решите. Или наоборот, в чем-то не будете участвовать, а кто-то из вас как раз на деньги сумеет, может быть, воспользоваться чьей-то поддержкой или обрести надежного друга, на которого можно в трудную минуту положиться. Или человек какой-то конкретный вам тоже придет на помощь. Ведь здесь ведь тоже может быть и так. Один нас может увлечь какими-то речами в какой-то ненужный проект, а с другой стороны может быть и тот человек, который нам помогает. Давайте посмотрим, что у нас в августе. У кого-то переезд, правда. Если вы планируете какой-то переезд, то в августе уже 100% что-то состоится. И как будто нет смысла оглядываться назад, что-то переосмыслять, какой-то прежний опыт не будет работать. Мы будем отстраивать какую-то новую реальность. И карта колесница, безусловно,
колоде Таро Висконти Сфорца это карта удачи и успеха. Но здесь нам она говорит о перемещении и о том, что отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Оно словно освобождает пространство для чего-то нового, ясного, светлого, каких-то добрых перемен. Вот поэтому встречай эти самые перемены. И здесь у каждого по-своему. Либо получение работы, может быть, какой-то новой должности, либо сам по себе как релокация офиса, куда-то переезд, или смена сферы деятельности, или, может быть, начало какого-то обучения, тоже связанного с переездом, да все что угодно. Динамика жизни, мои дорогие рыбы и рыбки, в течение всего летнего периода. Дела, работа, бизнес. Больше хладнокровия, опять же, надеемся сами на себя. Никаких эмоций в августе вообще. Подмечать все то, что происходит вокруг вас. Держать цель в фокусе своего внимания и глаза буквально открытыми. Не будет мелочей, все будет из этих мелочей складываться. Будьте аккуратны. И самое главное, не попасться в какую-то зависимость, не быть в какой-то двойственной, мутной ситуации, выйти из какого-то, может быть, финансового тупика. Для вас, правда, будет очень важно распределять финансовые средства, чтобы не создать себе где-то проблем. Вот здесь мы можем, кстати, в августе как-то и порешать финансовые вопросы, но это будет зависеть от того, что мы от чего-то, опять же, откажемся. Может быть, мы пересмотрим траты свои и кому-то скажем нет, если мы прежде помогали кому-либо. А может быть, мы своим привычкам скажем нет. Или должен быть какое-то решение финансового вопроса, и для вас просто финансы могут стать на первый план именно в августе, чтобы не было вот этого самого отрыва от материи. Так называется эта карта. И если мы решаем этот вопрос, то вот человек танцует. От вас потребуется хладнокровие и умение планировать. Причем как в делах и подмечать все, что вокруг, так и в деньгах. Вот ответственный период. И тут ведь как будто вы можете оказаться в какой-то совершенно новой обстановке. Понимаете, с учетом карты колесницы. Или вы можете оказаться в поездке в новой какой-то обстановке. И поэтому придется себя самого страховать. Вот не случайно начинается здесь где-то приблизительное, ведь по значению карты. Ну так, можно рассматривать как одно, и следствие у нас другое идет. Начиная уже извините, июля месяца, мы должны просчитывать как дела, так и финансы. Не должно быть риска, мои дорогие. Что в личной жизни? Ну, тут не только на личную жизнь, сильная позиция, но это позиция серого кардинала. Не могу сказать, что это про любовь, поскольку это карта манипуляторы, и чаще это, конечно, наши задумки в плане нашего честолюбия или какого-то проекта, или то, чем мы занимаемся, или это может быть переезд, или это может быть какая-то работа, обучение или то, что мы хотим как раз создать на 10-20 лет. И нет ничего для нас невозможного. И если мы где-то в этой вот такой позиции, как маг, ведь это энергия, как у мага, управляем ситуацией, управляем собой, где-то управляем людьми. Не без этого. Но на этой карте нам показан молодой человек, который палкой заставляет льва подчиниться. Лев – это олицетворение нашего эго, это какой-то импульс. Поэтому у нас могут быть множество эмоций в этот период. Мы можем быть с чем-то не согласны. Или наоборот, захочется сделать какой-то рывок в надежде получить быстрый результат. Вот этого не пройдет. И тут нужно быть, понимаете, очень внимательному. И, во-первых, транслируем мы дружелюбие. Не случайно я сказала позиция серого кардинала. Во-вторых, никто не должен знать дважды о наших планах. Ведь королева мечей – это прообраз Юдифи. Если бы все знали ее планы, ну, что бы у нее получилось, вы представляете? Я уже не пересказываю этот исторический факт. Поэтому мы должны сохранять как центр собственных интересов, никому ничего не говорить, иначе у нас не получится проманипулировать, а вам это делать придется, иначе будут манипулировать нами. И быть готовым к тому, что ситуация эта может в любой момент поменяться. Как будто научиться жить в новых энергиях, научиться жить по-новому, и это совершенно необходимо лет на 10-20.
Что-то вы отстраиваете по-другому. Либо вы будете находиться в какой-то новой обстановке, она будет давать вам новые возможности. Но это не говорит о том, что расслабишься. Какие-то серьезные перемены на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Будьте счастливы.